Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот таких двух очаровательных, милейших змеек. Это у нас символ будущего года. По восточному календарю это год зеленой деревянной змеи, и мы как раз с вами свяжем зеленую змейку и змейку под цвет дерева. Вяжутся они максимально просто, справится даже новичок. Я вам на выбор предоставила размер змейки побольше и поменьше. Их размеры я укажу чуть-чуть попозже в видео. Например, вот эту маленькую змейку можно использовать как дополнение к какому-то основному вашему подарку. Ее можно легко спрятать в какой-нибудь праздничный бокс. Вот эта змейка вообще, в принципе, может быть как основной подарок. Она такая достаточно большая, ее прям можно положить вдоль всего дивана, и прям здорово будет смотреться. Замечательно сюда вписалась вот такая пряжа. Это премиум Астра Селена Color, 100% микрофибра, в 100 граммах 72 метра. Это вот такая плюшевая пряжа. Кстати, отличного качества, потому что из нее волоски совсем не лезут. Прям надо постараться потянуть, чтобы там что-то вылезло. Мне понравились все расцветки, которые там есть в наличии. Но вот я решила сделать таких более-менее стандартных цветов. Там еще также есть розовенькая, мне очень понравился. Возможно, я чуть-чуть попозже свяжу и из нее змейку. Чем меня очень зацепила эта пряжа, то что она не однотонная, не скучная. И причем, смотрите, как вы можете видеть по змейкам, они абсолютно разной окраски. То есть, смотрите, к примеру, вот эта коричневая, она, видите, даже уже в змейке лежит вот такими полосочками. То есть не нужно ничего дополнительно придумывать, там, вплетать новую пряжу, да, новых цветов, чтобы делать эти полосочки. Ну, прям замечательно смотрится. И еще, что мне понравилось, вот такие какие-то маленькие вкрапления, как мак. А вот эта зеленая чуть-чуть другая. У нее также, видите, как бы есть такие небольшие секции. Вот такой прям натуральный рисунок, как у настоящей змейки получается. Где я нашла эту пряжу, я вам оставлю ссылку в описании под видео. И, кстати, расход тоже замечательный. На вот такую достаточно большую змейку ушло ровно 2 мотка, то есть одна упаковка зеленой пряжи. На вот такую маленькую змейку ровно 1 моток. То есть из одной упаковки вы смело сможете связать аж 2 змейки. И я решила попробовать связать из 2 разных номеров крючков. То есть большую я вязала крючком номер 7, маленькую я вязала крючком номер 5,5. Большую змейку. Обычно, когда я вяжу игрушки из плюшевой пряжи, я достаю хвостик прям из середины моточка. Они обычно очень легко достаются. Прям так пальчиками залезайте в самую серединку и доставайте. У вас вылезет, возможно, прям сразу же хвостик, возможно, такой небольшой клубочек, просто его распутайте, вот, и у вас появится вот такой хвостик. И, на мой взгляд, это очень удобно. У вас просто вот так будет лежать ваш клубочек, вы вот так будете доставать, сколько вам нужно пряжи, а здесь не придется сверху разматывать постоянно. Я думаю, это очень удобно. На этикетке производитель указал, что можно использовать крючок от 7 до 9. Это на самом деле так и есть. Я попробовала и тем, и другим вязать. То есть, смотрите, это вот 7, это 9, соответственно, 8 тоже туда входит. Но я вам советую не вязать слишком большим номером крючка, потому что вязание получится не такое плотное. Возможно, будут большие отверстия между петельками, поэтому я предпочитаю вязать игрушки средней плотности, либо чуть туже. Начинаем вязание с носика, далее плавно переходим к голове, вяжем туловище и заканчиваем хвостиком. Смотрите, все игрушки начинаются с кольца амигуруми, но плюшевая пряжа его не переносит, то есть очень сложно будет его затягивать. Поэтому как можно выйти из этого положения? Мы просто провяжем вместо кольца амигуруми 2 воздушные петли. Смотрите, оставьте здесь чуть-чуть побольше, сантиметров 10-15 хвостик, сейчас попозже расскажу для чего. Сейчас делаем закрепительную петельку, вот таким образом, подтягиваем и набираем 2 воздушные петли. Провязываем первая петля, вторая. И вот сейчас в эту первую петельку из этих 2 провяжем 6 столбиков без накида в одну петельку. Итак, продеваем крючок в эту первую петлю, вытаскиваем рабочую нить, через 2 петельки на крючке одной рабочей нитью. Эту первую петельку, образовавшуюся, обязательно отмечаем, особенно на пестрой пряже, чтобы ее не потерять. Далее сюда же провязываем второй столбик без накида, далее 3, сюда же 4, 5 и 6. Так, смотрите, для чего я вам сказала оставить побольше хвостик. Потом, чуть попозже, мы можем закрыть вот это вот отверстие, получившееся вот этим вот хвостиком как раз-таки. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот первая петелька, отмеченная маркером, потом вторая,
третья, четвертая, пятая и шестая. Всю игрушку будем вязать по спирали, без петель подъема, а просто по кругу. Это у нас получился первый ряд. В следующем втором ряду будем вязать в каждую получившуюся петельку из 6 по прибавке, то есть по 2 петельки в каждую петлю. Так, вот в петлю, отмеченную маркером, продеваем крючок за обе стеночки. Вытаскиваем нить, опять провязываем столбик без накида. У нас, в принципе, вся игрушка будет состоять из столбиков без накида. Также вот эту первую петельку обязательно отмечаем. И в эту же петельку провязываем еще один столбик без накида. То есть мы провязали прибавку в одну петельку. Далее ищем следующую петельку по кругу. Также провязываем в нее первый столбик. И следом сюда же второй. Далее следующая петелька. Первый столбик. Сюда же второй. Итак, в каждую петельку провязываем по 2 столбика до конца. Вот что у нас получилось. Сейчас, если посчитать, у нас получится 12 петель по кругу. Логично, да, что сначала у нас было 6 петель, потом мы в каждую провязали по прибавке, соответственно, у нас получилось ровно в 2 раза больше петель. То есть, если хотите, можете посчитать, у нас получилось 12 петелек. И пока что это удобно, можно сейчас закрыть вот это отверстие. Смотрите, с изнаночной стороны можно продеть хвостик в иголку с толстым ушком. И вот таким образом просто ее закрываем. Просто продевайте в какие-нибудь вот петельки, чтобы все это отверстие закрылось. Просто вот так змейкой в одну сторону, в другую. Вот так проведите несколько раз. И смотрите, что у нас получилось. Все, отверстие исчезло. В принципе, можно закрепить вот таким образом нашу ниточку пару раз. Можно вот так сделать. Все этого достаточно. Можно даже ее не обрезать. Просто ее мы потом заправим вместе с наполнителем. Следующий ряд будет такой. В одну петельку 1 столбик без накида, в следующую 2 столбика без накида, то есть прибавка. В следующую 1 столбик без накида, в следующую прибавка. 1 прибавка, 1 прибавка. И так до конца. Итак, в петельку, отмеченную маркером, провязываем 1 столбик без накида. Этот первый столбик обязательно отмечаем. Далее следующая петелька, 2 столбика без накида. Первый, сюда же, второй, то есть сделали прибавку. Следующая петелька, 1 столбик без накида. Следующая 2. Первый, второй. Следующая 1. Следующая 2. Все, и таким образом чередуем до конца. По кругу у нас в этом ряду получилось 18 петель. Далее следующий ряд просто в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида, то есть прибавок мы не делаем. В петлю, отмеченную маркером, провязываем первый столбик, его отмечаем. Следующая петелька, 1 столбик без накида. Следующая петелька, 1 столбик без накида. И так провязываем до конца. Следующий ряд провязываем таким образом. 5 одинарных столбиков без накида, в следующую, в шестую прибавка. 5 одинарных прибавка, 5 одинарных прибавка. Так, в петлю, отмеченную маркером, провязываем первый столбик без накида, отмечаем. Далее следующая петелька, второй столбик, следующая петелька, третий, следующая, четвертый, следующая, пятый. И в следующую провязываем 2 столбика. Первый, сюда же, второй. Далее повторяем комбинацию до конца. 1 столбик, следующая петля, второй, следующая, третий, четвертый, пятый, в следующую прибавку. Раз, два. И таким образом вяжем до конца. Итак, вот что у нас на данный момент получилось. Сейчас я вам рекомендую просто еще одним маркером поставьте вот где у нас начало нового ряда, да, вот где у нас маркер, просто вот в любую петельку, прям четко под ним. Сейчас попозже чуть-чуть я вам скажу, для чего мы это сделали. Далее в следующем ряду что мы делаем? Вяжем 3 подряд прибавки, 8 столбиков без накида, 3 подряд прибавки, 7 столбиков без накида. То есть мы сейчас как бы делаем объемы нашей мордочки, рельеф. Так, в первую петельку, отмеченную маркером, провязываем прибавку, то есть первый столбик, его отмечаем, и сюда же второй. В следующую петельку прибавку, и в следующую петельку, в третью, также прибавку. Далее 8 одинарных столбиков без накида подряд. Следующая петелька, первый столбик, следующая, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. Далее опять делаем подряд 3 прибавки в следующую петельку. Первые 2 столбика, следующая петелька. Вторые 2 столбика, следующая петелька.
еще 2 столбика. И заканчиваем 7 столбиками без накида одинарных. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вот за счет этих прибавок с одной и с другой стороны получились вот такие расширения. Смотрите, в следующем ряду какие у нас комбинации. Провязываем одинарный столбик, прибавка, одинарный, прибавка, одинарный, прибавка. Далее 8 одинарных столбиков. Потом повторяем одинарная прибавка, одинарная прибавка, одинарная прибавка. Потом заканчиваем 7 столбиками. Так, в петлю, отмеченную маркером, провязываем первый столбик без накида. Отмечаем. Следующую петельку прибавку. Раз, два. В следующую петельку одинарный столбик, в следующую прибавку. В следующую петельку одинарный столбик, в следующую прибавку. То есть у нас как бы получилась комбинация из столбика и прибавки 3 раза. Далее вяжем 8 одинарных столбиков подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. Далее повторяем нашу комбинацию, как вот здесь. Провязываем столбик одинарный в следующую петельку, в следующую прибавку, в следующую петельку одинарный столбик, в следующую прибавку, в следующую одинарный столбик, в следующую прибавку. И провязываем 7 одинарных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Если хотите, пересчитайте, по кругу у нас сейчас получилось 33 петельки. Далее 3 последующих ряда мы провязываем просто в каждую петлю столбик без накида. Не делаем никаких прибавок. В петельку, отмеченную маркером, провязываем первый столбик, его мы отмечаем. Следующая петелька, столбик без накида, следующая петелька, столбик без накида. И так провязываем весь ряд. Провязала, и точно таким же образом провязываем еще 2 ряда. Вот что у нас получилось. Смотрите, для чего я вам сказала отметить вот этим маркером. Смотрите, в вязании игрушек амигуруми, когда мы вяжем по кругу по спирали, есть такая особенность, что начало ряда всегда сдвигается. То есть, видите, оно у нас должно было быть примерно вот здесь, если вот так провести перпендикуляр, оно у нас двинулось сюда. Поэтому мы просто визуально вот сюда поднимаемся, и я вот провяжу недостающих 1, 2, 3 петельки. У вас, возможно, там 2, 4 могут быть. То есть это не сильно принципиально. Вот примерно вот так проведите, прям четко наверх и вот сюда довяжите. То есть я провязываю в своем случае еще дополнительно 3 петельки. Первая, вторая, третья. Это как бы называется петли смещения. Все, смотрите, вот четко. Там, где я обозначила, сюда и попала. Далее, смотрите, что мы делаем. Вот у нас, как бы, видите, вот тут были прибавки. Вот прям даже видно, мордочка как бы расширяется. Мы сейчас провязываем из первых 2 петелек убавку, то есть продеваем крючок в одну петельку, вытаскиваем нить. Продеваем в следующую петельку, вытаскиваем нить. И через 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Вот эту петельку, получившуюся, отмечаем. Далее провязываем 15 одинарных столбиков без накида. В следующую петельку первый столбик, второй, 15. Далее из 2 следующих петелек делаем убавку, продеваем крючок в следующую петельку, вытаскиваем нить, продеваем крючок в следующую петельку, вытаскиваем нить, через 3 петли на крючке одной рабочей нитью, подтягиваем. Далее провязываем 5 одинарных столбиков, следующая петелька первый столбик, следующая второй, третий, четвертый, пятый. Далее делаем опять убавку из 2 петелек. И заканчиваем ряд 7 столбиками без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. В следующем ряду такая комбинация, повторяющаяся до конца ряда. 3 одинарных столбика, убавка, 3 одинарных столбика, убавка. Так, в первую петельку, отмеченную маркером, провязываем первый столбик. Его мы отмечаем. Следующая петелька, второй столбик, следующая, третий. Из 2 следующих петель делаем убавку. Далее опять 3 одинарных столбика, первый, второй, третий. Из 2 следующих петелек убавка. И эту комбинацию повторяем до конца ряда.
В следующем ряду делаем почти то же самое, то есть провязываем 2 одинарных столбика, убавка, 2 одинарных столбика, убавка, и так по кругу. В петлю, отмеченную маркером, провязываем первый столбик без накида, его мы отмечаем. Следующая петелька, второй столбик. Из следующих двух делаем убавку. Следующая петелька, столбик без накида. Следующая петелька, второй столбик без накида. Из следующих двух убавка. И так вяжем до конца. И в следующем ряду сделаем еще пару убавок буквально. И сейчас, смотрите, проведите прям перпендикуляр от этого маркера, которым мы здесь отметили, вот прям наверх, чтобы как бы маркер над маркером были. И довяжите вот до этого места. Так, сейчас делаем как? В первые 2 петельки делаем убавку из первых двух сразу же. Первую эту можно отметить. Далее 7 одинарных столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Далее из двух следующих также делаем убавку. И провязываем еще 7 одинарных столбиков до конца. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Мы закончили вязание головы. Если вот так сложить пополам нашу детальку, получится как бы вид сверху. То есть вот это носик, вот эта расширяющаяся часть, потом заужение. И сейчас уже будем вывязывать тело. В принципе, сейчас уже мы можем начать набивать нашу деталь. Берите любой наполнитель, который у вас есть. У меня вот такой шариками. Так, пока что просто набиваем. И сейчас чуть-чуть попозже, когда набьем, будем уже ручками формировать наши вот эти выпуклые части головы. Набивайте так достаточно плотненько, чтобы игрушка хорошо держала форму. Просовывайте наполнитель во все вот эти места. То есть вот так наполнили немного, потом раз пальчиками набивайте мордочку, то есть носик, чтобы там не было пустот. Потом вот щечки, в щечки забивайте. Сначала в одну, потом во вторую. И потом прощупывайте, где у вас есть пустоты. Вот тут не должно быть вот такого сильно мягкого места. То есть вот туда пальчиками просовываете, утрамбовываете наполнитель. И теперь уже помогаем ручками и формируем красивую симметричную мордочку. То есть вот смотрите, к примеру, вот вы раз набили, и кажется, что здесь она, видите, как будто бы больше, да? Раз, отодвигаете пальчиками, либо добавляете в то место, где меньше получилось. То есть, чтобы все было прям красиво визуально, без каких-либо комков. Все это выравниваете вот так прям пальчиками. Вот так можно помять, чтобы все утрамбовалось хорошо. Так, набили, все, видите, она такая достаточно ровненькая получилась. И сейчас нам уже нужно установить глазки. У себя в запасах я нашла вот такие разного размера глазки, блестящие, такие красивые. Они вот на таких ножках с резьбой. И вот это их ответная часть. Они, в принципе, продаются много где, на маркетплейсах, в рукодельных магазинах. Смотрите, бывают разные размеры. Это 16 мм, 18, 20, еще больше бывает. И вот я померила, мне кажется, что 18 миллиметровые здесь будут смотреться лучше всего. Вот так их вставляете, примерно на том уровне, где вам кажется, что это будет красиво. Потом вот так утопите их чуть-чуть глазки, потому что попозже мы будем делать утяжку мордочки, и они у нас будут вот такие утопленные, потому что вот так, согласитесь, это абсолютно некрасиво. А бывают просто вот такие обычные черные, к примеру, вы не хотите или не можете найти такие блестящие. Вот такие глазки, как натуральные, просто черненькие, блестящие. Тоже классно смотрится. Все, я определилась, скорее всего, вот на этом месте я и оставлю. Далее что мы делаем? Берем заглушку, ответную часть, и вставляем, ищем пальчиками вот эту ответную резьбу, которая торчит у нас там как бы внутри. И вот таким образом вставляем, чтобы несколько раз щелкнула эта заглушка, то есть она как бы пройдет через вот эту вот резьбу и таким образом закрепится. Кстати, я видела, что некоторые вставляют и вот таким образом, но, если честно, я абсолютно во всех своих игрушках всегда вставляла вот так. То есть почему я сейчас набила голову и только потом примеряла глазки, потому что на не набитой голове вообще непонятно, как это все будет выглядеть. Поэтому вот вы точно определили, что на вот этом месте у вас будут глазки, и держа эти глаза, вы можете чуть-чуть освободить место, то есть вытащить наполнитель, чтобы вот добраться до этой резьбы, потому что, конечно, через наполнитель будет сложновато это все искать. Вот, в принципе, я нащупала. Вон она, видите, черненькая торчит. Все, я сейчас просто беру и вставляю. Так, смотрите, сейчас она будет щелкать. Так, щелкнула. Далее беру вторую и вставляю точно так же. Вот, в принципе, даже можете вот так вывернуть его для удобства. И вставляем.
И далее набиваем точно так же обратно. Потом формируем красивую голову. И вот этот маркер уже можно убрать, он нам не нужен. Вот этот можно оставить. Смотрите, далее мы вяжем тело. Это просто самая элементарная часть. Мы просто вяжем по кругу, по спирали. В каждую петельку просто столбик без накида, никаких ни убавок, ни прибавок. Мы сейчас просто вывязываем длину нашей змейки. Если честно, я сейчас считать ряды не буду. Я просто чисто визуально буду провяжу какое-то большое количество рядов, посмотрю, сочетается ли это длина с размером головы, да, чтобы это все было пропорционально, красиво выглядело. И потом, в принципе, вам могу посчитать, какое количество рядов у меня получилось, и вам скажу. Так, смотрите, в первую петельку, отмеченную маркером, провязываем столбик без накида. Смотрите, каждый раз, конечно же, нет смысла помечать вот эту первую петельку, потому что у нас сейчас просто будет вязание по кругу. Мы потом просто возьмем и вот так просто посчитаем количество рядов получившееся. Можете просто на этом уровне вот таким образом зацепить этот маркер, и все, пусть он у вас здесь сидит, и вы его вообще не трогаете. Просто игнорируйте. Раз, провяжете, сейчас следующий ряд автоматически начнете вязать, следующий и так далее. Этот маркер просто нам будет как бы показывать, что с этого ряда мы будем считать количество наших рядов потом. Так, смотрите дальше. Следующая петелька, столбик без накида. Оп. Следующая петелька, столбик без накида. Все очень просто. Давайте довяжем вот этот кружочек до маркера. Вот, видите, подошли к маркеру, все, мы его просто игнорируем, ничего с ним не делаем, и просто дальше продолжаем вязать по кругу. Я провязала 7 рядов, и сейчас уже можно набивать параллельно вязанию наше тело. Так, а также набивайте, в принципе, как хотите именно тело, да, то есть голову мы набили достаточно плотно, чтобы она хорошо держала форму, а тело набивайте так, как вам хочется. Ведь знаете же, да, бывают такие игрушки, которые плохо набиты, в принципе, у некоторых есть такая задумка, чтобы они были просто такие очень мягкие, не держащие форму. Также и вы, в принципе, какую хотите плотность набивки, такую и выбирайте. Вот так, можно не обязательно прям вот сильно-сильно под завязку набивать, вам это будет неудобно дальше вязать. Вот так, в сантиметре в 2 от края переставайте набивать. Далее опять свяжите какое-то количество рядов. Опять начинаю заполнять. То есть не надо провязывать слишком много, вам просто будет неудобно качественно, хорошо наполнять свою игрушку. Чуть-чуть провяжите там по 5-7 рядов максимум, наполняйте, провяжите, наполняйте. Так, смотрите, также по телу нам нужно добиться абсолютно как бы гладкого тела, да, чтобы у нас здесь не было таких бугров, вмятин. То есть вот так прям пальчиками, раз, видите, вот тут вмятинка, раз, вот так туда набили. Где-то наоборот бугорок такой, наоборот, вот так либо пальчиком примните, либо просто уберите оттуда наполнитель. То есть, видите, чтобы у нас было красивое ровное тело. Все, в принципе, мы сейчас вяжем очень длинное тело, потому что у нас достаточно большая голова. И давайте встретимся, когда закончим вязать все эти ряды. Когда закончился один моток, прям подсоединяем новый просто на узелочке. Я завязываю на 3-4 узелка, так потуже. Все, в принципе, они остаются на изнанке. И все, в принципе, можно продолжать вязать дальше. Итак, вот что у меня получилось. Всего по прямой я провязала 130 рядов. Это у меня получилось 130 сантиметров. И сейчас уже будем вывязывать заужение хвостика. И смотрите, чтобы уложиться ровно в 2 моточка нашей плюшевой пряжи, оставьте от второго мотка примерно 10 метров с конца, да, когда вот вы начнете уже его заканчивать, примерно 10 метров оставьте. Именно вот они и пойдут на заужение хвостика. Вот здесь абсолютно не важно, где вы остановитесь вязать последний ряд. Перед тем, как мы будем вывязывать заужение хвостика, просто вяжите до тех пор, пока у вас не закончится пряжа и уже не начнется вот эти 10 метров оставшихся для нашего кончика хвостика. Итак, начинаем вязать заужение. Вяжем 3 столбика, убавка, 3 столбика, убавка. В следующую петельку продеваем крючок, вяжем первый столбик, его мы отмечаем. Далее в следующую петельку второй, в следующую третий и из следующих 2 убавку. Далее опять 3 одинарных столбика, делаем убавку. Опять 3 одинарных столбика, делаем убавку. И в конце остается одна петелька, ее мы просто провязываем столбиком без накида. Так, далее провяжем просто 2 ряда без убавок. То есть в петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик без накида. Отмечаем.
Просто в каждую петельку провязываем столбик без накида. Первый ряд без убавок и провязываем еще один такой же в петлю, отмеченную маркером. Просто столбик без накида. Во все последующие также вяжем до конца. Не забываем набивать наш хвостик. Вот это место, которое уже началось с заужением, не набивайте его слишком плотно, потому что здесь будет распирать пряжи и как будто бы визуально не будет видно заужение. Вот не обязательно сильно плотно его набивать, видите, чтобы уже видно было, что хвостик заужается. Вяжем 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка, и так по кругу. Петлю, отмеченную маркером, 1 столбик, отмечаем, в следующую 2, далее убавка. Опять 2 подряд столбика без накида, 1, 2, убавка. И так до конца ряда. И в конце у нас остается также 1 петелька, ее мы просто провязываем столбиком без накида. Далее провязываем 3 ряда просто по спирали, без убавок. То есть провязываем в петлю, отмеченную маркером, 1 столбик, отмечаем, провязываем 1 ряд, потом 2 и 3. Следующий ряд провязываем 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка, и так по кругу. В петлю, отмеченную маркером, столбик без накида. Далее сразу же убавка. Далее столбик без накида. Убавка. И так до конца. В конце осталась 1 петелька, провязываем просто столбик без накида. Когда уже сильно заужается наше отверстие, уже не так удобно заправлять наш наполнитель. Но если хотите, можете чем-нибудь помогать, например, крючком с силиконовой ручкой, прям отлично будет удобно. Можно просто пальчиком. Так, вот так хорошенько ручками поправляем, чтобы все было ровненько. Далее провяжем 2 ряда просто без убавок. Сейчас 1 ряд, потом еще 2. И сейчас в самом конце, в принципе, уже можно убрать маркер и вязать просто убавками, пока вот у нас не закроется наше отверстие. И пока что оно у нас есть, мы не забываем его набивать. Сильно туго не набивайте, просто вот лишь бы там что-то было. Вот я сейчас провязала убавку, сейчас опять убавку. И вот пока это будет удобно делать. Так, в принципе, еще можно. Все, дальше мне уже будет неудобно убавками вязать. Могу просто столбиками без накида. Так, чтобы прям хвостик, кончик прям хорошо смотрелся. Прям вот 1, 2, получается, 3 столбик без накида. Все, смотрите, прям совсем чуть-чуть осталось. И, в принципе, можно вытаскивать хвостик вот таким образом. Заправляем в иголочку с толстым ушком. И это отверстие закрываем просто вот как-нибудь красиво за какие-нибудь петельки. Подтягиваем и закрываем. Просто по кругу. Так, все, смотрите, все замечательно получилось. И этот хвостик можно увести куда-нибудь поглубже вовнутрь. Все, здесь можно хвостик, в принципе, отрезать. И вот этот хвостик просто заправляем туда вовнутрь. Если где-то какие-то неровности, это все можно поправить пальчиком, как бы утрамбовать правильно наполнитель внутри. Все, видите, какой красивый кончик хвостика получился, прям абсолютно ровненький. Приступаем к утяжке мордочки. Для этого нам нужна вот такая длинная игла. Это у меня 15-сантиметровая, но в принципе можно использовать и 10-сантиметровую. И нам нужна какая-либо, абсолютно любая гладкая пряжа, достаточно тоненькая. Наверняка у вас найдется на остатке. Нам нужно отрезать достаточно длинный отрезок пряжи, заправляем в иголочку. И на этом моменте камера что-то у меня совсем не то начала записывать, поэтому я вам покажу на уже готовой мордочке, там буквально первые несколько секунд. Ищем ровно середину мордочки, вот здесь примерно в этом месте, продеваем иглу и выходим кончиком иглы вот в этом месте, в середине глазика, ровно по серединке сбоку. Вот таким образом. Так, здесь оставляем хвостик подлиннее. Далее продеваем иглу на противоположной стороне, также ровно посерединке. И выходим этой иглой в то место, где у нас хвостик торчит. Вот таким образом. Подтягиваем. Нам нужно сделать так, чтобы вот эта петелька была
под глазиком. И она туда сейчас спрячется, когда вот мы будем сильно подтягивать. Тянем посильнее вот эти два хвостика, и вы сейчас заметите, как вот этот глазик начинает утапливаться туда вовнутрь. Завязываем на несколько узелочков, прям потуже. Так, далее продеваем иголочку в это же место, только постарайтесь как бы внутри перескочить как бы в соседнюю петельку. То есть вот не вот так сверху, да, вот сейчас, потому что здесь будет виден стежок из вот этой вашей пряжи, а вот там внутри раз, как бы под этой петелькой и вот за петлю. Так. Также выводим на внутренний уголок глаза иголочку. Хвостик у нас также остается здесь. Так, подтягиваем. Опять во внутренний уголок глаза. И выводим в это же место, откуда сейчас вывели мы иголочку. Вот сюда. Вот эта петелька внизу глазика должна быть. И вот туда она уходит вовнутрь. Так, опять подтягиваем. Опять нам нужно завязать на несколько узелочков. Так, смотрите, в принципе, можно сейчас вот таким образом подкорректировать нашу мордочку, головку. Если вам кажется, что глазки не так сильно утоплены, как вам хотелось бы, можно проделать точно такие же действия еще раз. То есть продеваем опять вот сюда, в это же место, откуда у нас торчит хвостик. Опять выводим в уголок глаза, вытаскиваем, опять потом во внутренний уголок глаза и выходим вот здесь. Петельку вниз глаза, подтягиваем. Потому что, возможно, когда в первый раз вот вы сделали утяжку, глазики чуть-чуть вернулись в обратное положение. А сейчас мы их как бы дополнительно стянули еще раз посильнее. Так вот, смотрите, видите, видна разница, этот утоплен сильнее. Так, продеваем сюда же, опять в уголок глаза. Потом во внутренний и выводим сюда. Подтягиваем, ручками помогаем, завязываем опять на несколько узелков. Вот что у нас получилось. Если у вас не получается с первого раза, не переживайте, особенно если вы этого не делали ранее. Просто обрежьте ниточку и пробуйте еще раз, пока не получится. Так, смотрите, вот эти хвостики пока что мы не обрезаем, просто иголочку вытаскиваем. А сейчас будем делать белки глаз, потому что они придают еще больше милашность, такую нежную мордочку милую. Я беру самую обычную плюшевую пряжу, также заправляю в иголочку. Если у вас нет белой плюшевой пряжи, ничего страшного, возьмите просто какую-нибудь беленькую ниточку, какую-нибудь потолще. Вставляем иголочку вообще абсолютно в любом месте, хоть здесь снизу, хоть сверху. Ну, лучше, конечно, сверху не делать, чтобы здесь потом не было видно утяжки. А вот где-нибудь можно сбоку, вот в какое-нибудь отверстие между столбиками. Продеваем. И выводим где-нибудь над глазиком, возможно, чуть-чуть пониже, то есть чуть-чуть правее. Так. Вытаскиваем иголку с пряжей. Здесь оставляем хвостик побольше. И сейчас вставляем иголочку также примерно ровно посерединке глазика снизу, возможно, чуть-чуть также правее. Так, вставляем вот таким образом. И смотрите, выводим вот горизонтально, держим иголочку и выводим в идентичном месте, как сейчас, вот мы сейчас ввели иголочку, только на следующем, на другом глазике. Вот, все. Так, продеваем нить, аккуратненько тянем. И пальчиками помогаем укладывать эту пряжу вот сюда, сбоку глазика. Если нужно, как-нибудь ее поправьте, если она перекрутилась, эта ниточка. Смотрите, чтобы вот так белок не налезал на глазик, да, это некрасиво. Соответственно, подтягивайте побольше и вот так его туда укладываете. Все, теперь он хорошо там лежит. Далее вставляем вот здесь иголочку сюда, сверху глазика, там же, где вот мы продели
иголочку вот здесь, на этом глазике. Так. И, в принципе, можно увести ее вот сюда и далее спрятать кончика. Но я хочу еще вторым слоем сделать на глазках эти белки. Так, вставляю иголочку и продеваю, чтобы вылезть в этом глазике повыше. Так, подтягиваем аккуратненько. Здесь также укладываем в этом месте. Тянем. Вот, смотрите, здесь повыше белок, да, намного лучше смотрится, чем здесь. Так. Если вылезли вы не там, где надо, видите, чуть-чуть я слишком взяла рановато. Можно просто вот так поддеть в следующую петельку и вылезти вот там. Так, отлично. И точно так же делаем. Заправляем иголочку в нижнюю часть глазика и вылазим на другом глазике. Вот таким образом. С этим глазиком проделываем то же самое. И можно вывести вот в эту сторону. Смотрите, как меняется глаз, да, очень прям здорово с этими белками получаются игрушки. Далее, как мы прячем хвостики, задеваем в какую-нибудь внутреннюю часть столбика, поддеваем вот там внутри, продеваем иголочку и просто как бы вот так делаем петельку. То есть закрепляем ниточку нашу, подтягиваем, то есть чтобы вот эта ниточка наша белая спряталась вовнутрь. Можно сделать еще раз так же, а можно просто вот так подальше куда-нибудь вглубь увести хвостик. В принципе, все можно просто обрезать и этот кончик просто спрятать вовнутрь. С этим кончиком делаем все то же самое. Можно вот заправить в коротенькую иголку. Также найдите какую-нибудь внутреннюю стеночку петли. Сделайте вот такой узелок. Подтягиваем. И хвостик просто уводим подальше вглубь тела. Возвращаемся к вот этому длинному хвостику, заправляем в длинную иголочку. И сейчас будем делать что-то по типу стрелочек, тоже классно смотрится. Продеваем, в принципе, в то же отверстие, где у нас торчат эти хвостики. И вылазим где-нибудь над серединкой глаза, либо можно чуть-чуть левее. Если у вас не получается вот отсюда вылезти вот в этом месте, да, там вот эта заглушка мешает, вылазите вот здесь чуть-чуть повыше, там, где у вас позволяет эта иголочка сделать, и просто подберитесь к нужному месту вот таким образом. Вот. Так. Все. И вот сейчас можно, прикиньте, как вам больше нравится. Так, можно даже чуть-чуть левее. То есть это все очень легко подбирать, буквально петелькой левее, правее. Смотрите, как вам больше нравится. Так, и вот таким образом можно сделать такую милую стрелочку. Так, продеваем. И вылазим вот в этом месте идентично, как и здесь. Так, подтягиваем. И делаем идентичную стрелочку, как на левом глазике. Вот так можно ручкой приложить пряжу. Посмотрите, куда продевать иголочку. Так. И смотрите, можно этой же ниткой сделать брови. Так, смотрите, можно вылезти вот сюда, на противоположный глазик. Также это очень влияет, как вы сделаете бровки. Можно сделать такую нахмурившуюся мордашку. Можно сделать добрую. Так, подтягиваем. Отлично. Так, у меня вот уже коротковатый хвостик, надо было, конечно, побольше отрезать, чтобы все заодно сделать, и стрелки, и брови. Так, смотрите, можно вот такое сделать, можно здесь, вот здесь пораньше начать, вот так злые бровки будут. Можно вот такую маленькую бровку, почти параллельно нашей стрелочке. Так что смотрите сами, как вы захотите. Так, продеваем в любое место, где вот вы определитесь, вылазим здесь, в этом месте, где у нас будет начало бровки. Так. И здесь идентичной длины делаем бровку с этой стороны. Продеваем иголочку и уводим куда-нибудь в бок. Можно в сторону.
Смотрите, у меня здесь, конечно же, очень маленький хвостик остался. Скорее всего, я сейчас подсоединю еще небольшой хвостик, чтобы прям это все очень хорошо заправить, чтобы это все потом не вылезло. Так, можно вот так закрепить на несколько узелочков. Заправляем опять ниточку. И можно вот увести куда-нибудь вниз. Так, подтягиваем. Вот эти хвостики можно также спрятать. Здесь можно какую-нибудь, опять же, внутреннюю петельку найти, ее поддеть, провязать вот такой узелочек. Можно пару раз делать. И опять же уводим просто вовнутрь, поглубже, подальше. Точно так же можно сделать и с вот этим хвостиком, который у нас с самого начала остался. Он у нас, в принципе, завязан на несколько узелочков. Просто также его можно увести поглубже вовнутрь. В принципе, если вы возьмете очень длинный отрезок черной пряжи, а вот когда мы начали все стягивать мордашку, потом вывязывать стрелочки, бровки, то у вас еще останется эта же пряжа на иголочке для ноздрей. То есть, чтобы вот, как я сейчас, не подсоединять заново новую, это, конечно же, удобно все делать одной нитью. Так, смотрите, к примеру, заправили, да, новую пряжу в иголочку, здесь уже можно маленькой. Также заходим где-нибудь, можно снизу. И вот сами смотрите, какие ноздри именно вы хотите сделать. Потому что кто-то сделать может, захочет вот так, да, маленькие, кто-то, наоборот, в ту сторону. Посмотрите реалистичные картинки настоящих змей и выберите, какой вам больше нравится вариант. Вот так приложите, посмотрите, какой длины ноздрю вы хотите. В принципе, они сильно большие, не нужны. Так, можно вот сюда. Вылазю на противоположной стороне. Так. И здесь заканчиваю. И вывожу иголочку рядом с тем местом, где вот мы ввели ее. Так, подтягиваем, чтобы они были симметричные, одинаковые. Все, супер, очень красиво выглядит. Так, смотрите, здесь мы точно так же завязываем на несколько узелочков. И можно, в принципе, крючком уводить вот так вовнутрь. Вот такая чудесная мордашка получилась. Вы также ручками можете сформировать другой тип мордочки, головки, да, то есть, например, вот так можете ручками сжать ее, и она получится такая худенькая, без вот таких щечек выпирающих. Общая длина змейки от кончика носа до кончика хвоста получилась ровно 150 сантиметров. Вяжем маленькую змейку, для нее я взяла вот такой красивый бежевый оттенок с темными вкраплениями. Маленькую змейку я решила попробовать связать крючком поменьше, я взяла 5,5, если у вас нет таких промежуточных размеров крючков, можете попробовать взять пятерку либо шестерку. Начинаем вязание с кольца амигуруми, но мы делаем вместо него 2 воздушные петли. И здесь оставьте кончик побольше. Делаем закрепительную петельку. Провязываем 2 петельки воздушные. Первая, вторая. И вот в первую из этих двух провязываем, как и в первом варианте, 6 столбиков без накида. Продеваем крючок в первую петельку. Вытаскиваем нить через 2 петли на крючке одной рабочей нитью. Первый столбик без накида, его мы обязательно отмечаем. В эту же петельку второй столбик без накида, в эту же третий, сюда же четвертый, сюда же пятый и шестой. В следующем ряду также будем делать в каждую петельку по одной прибавке. В петлю, отмеченную маркером, привязываем первый столбик без накида, отмечаем первую петлю. И в эту же петельку еще один столбик без накида. То есть сделали прибавку первую, в следующую петельку также 2 столбика, в следующую также 2 столбика, и так вяжем до конца. По кругу у нас получилось 12 петель. Далее следующие 3 ряда будем провязывать просто по кругу, в каждую петельку столбик без накида, без прибавок. То есть в петлю, отмеченную маркером, провязываем первый столбик без накида, первую петлю отмечаем, следующая петля, следующий столбик без накида, и так просто до конца ряда. Это мы провязали первый ряд из 3, просто по кругу провязываем аналогичным образом еще таких 2 ряда. В первую петлю, отмеченную маркером, провязываем первый столбик, его отмечаем и продолжаем.
Вот что у нас получилось, и пока что это удобно. Сейчас можно закрыть вот это отверстие в самом начале вот этим хвостиком, который мы оставляли. Можно заправить в иголочку. Можно вот так вывернуть наизнанку. И точно так же, как и в первой змейке, просто вот так задеваем за петельки. Просто закрываем это отверстие. Когда закрыли отверстие, можно сделать вот такую закрепительную петельку пару раз. Все, и хвостик, в принципе, можно не обрезать. Так и оставим. Разворачиваем опять на лицевую сторону. Продолжаем вязание. Следующий ряд вяжем таким образом. Провязываем столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. И так по кругу. В петлю, отмеченную маркером. Продеваем крючок, провязываем столбик без накида. Первую петлю отмечаем. В следующую петлю прибавка. Первый столбик сюда же, второй. Следующая петля просто столбик без накида. Следующая прибавка. Следующая петля столбик без накида. Следующая прибавка. И так чередуем до конца ряда. Вот такое расширение у нас получилось. Далее последующие 3 ряда провязываем просто по кругу в каждую петлю столбик без накида. Первые петельки отмечаем. Провязали 3 ряда. В следующем ряду делаем такую комбинацию столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка. И так по кругу. В петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик без накида, отмечаем. Из следующих 2 петель делаем убавку. Следующая петелька столбик без накида, следующие 2 петли убавка. И так до конца ряда. Мы закончили вязание головы. Сейчас можно набить, пока что это удобно. Вот что у нас получилось. Все, и далее мы вяжем тело столько рядов, сколько вы хотите. Сейчас можно этот маркер убрать. И просто я перевешу его вот сюда, и потом от него отсчитаю, какое количество рядов я связала. Все, сейчас вяжем просто по кругу в каждую петельку столбик без накида. Вывязываем длину нашего тела. И периодически набивайте тело, то есть провязали какое-то количество небольших рядов, набили, провязали, набили. Итак, вот что у меня получилось. Всего по прямой я провязала ровно 100 рядов. Это примерно 85 сантиметров. И сейчас начнем вывязывать кончик хвостика. Чтобы уложиться в один моток для одной маленькой змейки, также в конце моточка ставьте несколько метров. Ну, вот я ставила примерно метров 7. Так, смотрите, начинаем заужение. Провязываем 4 одинарных столбика, убавка, 4 столбика, убавка. Вот, в первую петельку. Провязываем первый столбик, отмечаем. Потом следующая петля, второй, третий, четвертый, убавка из следующих 2 петель. Далее опять 4 одинарных столбика, второй, третий, четвертый, и из 2 петель убавка. Так, далее провяжем просто по кругу 3 ряда без убавок. В следующем ряду провязываем 3 столбика, убавка, 3 столбика, убавка. Провязываем первый столбик, в следующую петлю второй, третий, делаем убавку. Далее первый столбик, второй, третий и убавка. Далее провязываем просто по кругу 3 ряда без убавок. В следующем ряду провязываем 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. Первый, следующая петля, второй, из следующих 2 убавка. Следующая петля, первый столбик, второй, из 2 последних убавка. Не забывайте по мере вязания набивать наш хвостик. Далее просто по кругу вяжем 7 рядов. Далее я поменяю свой крючок, которым вязала всю змейку, на крючок поменьше, номер 4. Вы можете взять 3,5, 4, 4,5, для того, чтобы, в принципе, мне было удобно делать убавки, потому что отверстие достаточно маленькое уже. Все, и с этого момента мы просто сводим на нет любое количество, провяжите рядов с убавками, вы, в принципе, сами визуально поймете. То есть видите, как у нас красивое заужение идет, и нам здесь вот надо бы еще чуть больше заузить и закончить. То есть просто по кругу. С этого момента вяжем убавки.
Вот что получилось. Так, сейчас здесь можно сделать закрепительную петельку. Закрепляем. Так, сейчас можно этот хвостик заправить в иголочку. Если у вас здесь осталось отверстие небольшое, просто вот так буквально одним стежком его можно закрыть. И просто уводим этот хвостик вовнутрь, подальше куда-нибудь от кончика. Так, можно еще разок подальше. Можно этот хвостик либо обрезать, либо вот так просто его запихать вовнутрь. Переходим к оформлению мордочки. Смотрите, я нашла у себя вот такие классные 9-миллиметровые глазки. Они также, в принципе, идут в комплекте с вот такими заглушками, да, то есть это то же самое, как для первой змейки, только они еще, видите, с дополнительным вот таким отверстием. Но, в принципе, так как я сейчас уже не смогу вставить вот эти заглушки, их можно и просто так пришить без заглушек. Смотрите, прям идеально подходит этот размер глазок. Так, подальше друг от друга ставьте, ну, примеряйте, опять же, так, углубите их, посмотрите, как это будет смотреться. Там в разные места попробуйте повтыкать глазки. Посмотрите, как это будет выглядеть. Вместо этих глазок вы можете, в принципе, использовать какие-нибудь пуговички полусферы. То есть будет, по сути, то же самое, только без вот такой длинной ножки. Они тоже отлично подойдут. Так, смотрите, что нам нужно сделать. Либо в пуговичку на ножке, да, она будет, либо вот сюда просто вставляем нашу нить, с которой мы будем сшивать. И сейчас нам нужно завязать на много узелочков. Вот этот хвостик маленький можно обрезать. Все, видите, он очень крепко не развяжется. Вставляем иголку в то место, где у нас будет глазик, и можно увести вот куда-нибудь на противоположную сторону, в бок, вниз. Так, подтягиваем и помогаем пальчиками, чтобы вот зафиксировался хорошо этот глазик, хорошо встал. Так, можно вот так подтянуть, чтобы глазик утонул. Вот видите, стянутая и не стянутая. Далее можно здесь, в принципе, уже закрепиться и ниточку обрезать и спрятать. И уведите куда-нибудь вниз мордочки. Вот сюда. Так. Все, отлично. Здесь делаем все то же самое. Просто закрепляемся на пару узелочков, можно на один, вот также на какую-нибудь внутреннюю петельку. Просто вот так на узелок завяжем. Так, все, и можно увести этот хвостик куда-нибудь вглубь подальше. Вот видите, для чего мы ищем петельки, которые внутри как бы расположены. Видите, тут этой черной пряжи абсолютно не видно, она как бы спрятана внутри. Все, здесь можно, в принципе, если хотите, еще можно подальше. Обрезаем хвостик. Так, со вторым глазиком делаем все то же самое. Еще раз примерьте, на каком месте должен находиться этот второй глазик, чтобы все было красиво. Так. Да, в принципе, на этом месте. Туда опять же вставляем иголочку и делаем все то же самое. Также этим хвостиком от второго глазика можно, в принципе, сделать ноздри, чтобы нам еще раз не подсоединять новую нить. Так, вот здесь мы закрепили на внутренний узелочек. И отсюда можно вывести вот так прям к носику. И делаем ноздри точно так же, как в первом варианте. И когда делаем вторую ноздрю, иголочку уводим вниз головы. И там его закрепляем. Если хотите, здесь вы также можете глазки оформить, как и на первом варианте, то есть сделать белочки, да, стрелочку, бровки. Но я, в принципе, хочу ее оставить такой минималистичной, я этого делать здесь не буду. Общая длина маленькой змейки получилась 105 сантиметров. Итак, наши две красавицы полностью готовы. Обязательно свяжите себе этот символ года, либо кому-нибудь в подарок, либо как дополнение к основному подарку. Я думаю, будут все в восторге. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!